Итак, мы в зале Донателло и, как было обещано, сегодня говорим о 3 Давидах, которые в этом зале стоят. Все они более ранние, чем знаменитый вот этот. Давид был вполне популярной фигурой во Флоренции, и такое множество его изображений вполне объяснимо. Это ведь один из символов Флоренции, которая в военном отношении никогда не была сильной, но как-то благодаря иногда деньгам, иногда грамотной дипломатии, а иногда просто случаю, избегала печальной участи. Вот точно так, как Давид, слабенький пастушок, смог победить гиганта Голиафа. Аналогии весьма очевидны. Итак, первый Давид был заказан Донателло в 1408. Это была его первая работа, и нельзя сказать, что совсем уж такая удачная. Мало того, что лицо совершенно безжизненное, так Донателло еще и не поместился в блок мрамора, не рассчитал, и левая рука оказалась за пределами блока. Пришлось добавить кусочек. Это плохой тон среди скульпторов. Вазари, в частности, упрекал Донателло за явную спешку в расчетах, которые привели к этой ошибке. В общем, этой статуе далеко до святого Георгия, который стоит здесь же. Но Донателло было тогда едва за 20, время, когда он станет великим мэтром флорентийской скульптуры, было еще впереди. Но даже и здесь лицо-то безжизненно, а вот его туловище выполнено вполне натурально. Хорош и Голиаф, точнее, его голова. Вообще, идея-то была поместить эту статую на крышу Дуомо, на крышу кафедрального собора, вместе с несколькими другими, например, вот с этим Исаией Нани ди Банко, о котором мы много говорили в связи со статуей Минар Сан-Микеле. Вот как на этой картине Андреа Бонaiuti. Это было модно. На кафедральных соборах и церквях многих городов мы видим статуи. Статуя Нани ди Банко была даже поднята на эту высоту. Но потом ее спустили. Высоко, слишком маленькая, плохо видно. Теперь эта статуя в Музео дель Опера дель Дуомо, в музее кафедрального собора Флоренции. Кстати, там же, на крыше, должен был стоять и Давид Микеланджело, который потому и был сделан такого громадного размера. Однако тут уж возмутился Леонардо, который был в комиссии, созданной по этому поводу. Они с Микеланджело недолюбливали друг друга, и тем не менее Леонардо сказал: «Да вы что, ребята, это вершина современного искусства, и вы хотите его куда-то туда вот наверх засунуть, где его и видно-то как следует не будет? Да вы что, его надо на самый вид, на самое почетное место». И эту статую Давида никогда и не пытались поднять на то место, для которого она первоначально предназначалась. Как и первого Давида Донателло, опыта со статуей Исаии Нани ди Банко оказалось достаточно. Статуя была закончена в 1408, а в 1416 ее купили для Палаццо делла Синьория. Стена за ним была расписана лилиями по синему фону, еще одним символом Флоренции. Там же, рядом с гербом города, была надпись: «Посвящается тем, кто храбро сражался за Родину. Боги
помогли им одолеть самого страшного врага. Все понимали, почему эта надпись здесь. Несколько лет назад, в 1402 Флоренция чудом избавилась от нашествия миланцев во главе с Джан Галиаццо Висконти. Мы подробно говорили об этом в одном из предыдущих фильмов и еще немножко поговорим в связи со следующим Давидом Донателло. Ну вот, а эту статую в 1874 перенесли в Барджелло. Ну, ладно, достаточно об этом Давиде, потому что второй Давид Донателло гораздо более знаменит. Он бронзовый, отлит был, вот об этом споры идут до сих пор, и даты предлагаются от 1420 до 1460 года. Поэтому по умолчанию принимают такую среднюю дату – 1440. Ну вот, сделана статуя вроде бы по заказу Козимо иль Веккио. Однако официального заказа не сохранилось, даже если он и был. А письменная история Давида начинается с 1469, то есть через 3 года после смерти Донателло. В этом году состоялась пышная свадьба Лоренцо де Медичи, во время которой во внутреннем дворике Палаццо Медичи, вот этого, сегодня это Палаццо Медичи Рикарди, столы для гостей были расставлены вокруг именно этой статуи. Таково первое письменное упоминание о ней. Этот бронзовый Давид произвел целую революцию в искусстве скульптуры. Причем это не первая революция, вызванная работой Донателло. Мы уже говорили об этом в связи с нишами Орсан-Микеле, когда рассматривали его святого Марка. Дело в том, что это первая с древних времен свободно стоящая бронзовая статуя обнаженного мужчины. А мы помним, что по Библии Давид вышел на Голиафа без одежды, поскольку отказался одевать воинские доспехи. Я к ним не привычен, они мне будут только мешать. Тем не менее, Давид Донателло далек от античных канонов, от слова «совсем». Во-первых, он весьма натуралистичен. Считается, что Донателло позировал для статуи какой-то юноша. Теперь Давид стоит в совершенно расслабленной позе. Его лицо совсем не говорит о том, что только что он бился не на жизнь, а на смерть. Он ведь и меч Голиафа держит не в боевом положении. Мы ведь помним, что он вначале поразил Голиафа камнем в лоб из своей пращи, и когда тот упал, подскочил к великану, выхватил его собственный Голиафов меч и отрубил громиле голову. Так вот, по его лицу ведь не видно этого ничего. Дальше. Одна нога Давида стоит на голове Голиафа, и вот изумительное внимание Донателло к деталям позволяет нам даже волоски рассмотреть из бороды Голиафа между пальцев ноги Давида. Причем это ведь сделано не кистью и даже не резцом. Это отлито. В который раз можно только сказать «Айда Донателло». Теперь, здесь на шлеме у Голиафа такие как бы, я не знаю, крылышки. Почему? В те времена такие шлемы-то не носили уже. Однако Джан Галиаццо Висконти, предводитель миланцев, которые напали на Флоренцию в 1402, и это была самая страшная угроза городу за много веков. Так вот, Джан Галиаццо Висконти носил именно такой шлем. Поэтому для флорентийцев эта деталь была весьма важна.
Они-то сразу поняли, о чем или о ком речь идет. То есть статуя, как и многие другие, несла еще и политическую нагрузку. Да, но тогда, наверное, верна более ранняя дата – 1420. Правда, сын Джанглиаццо Висконти, Филиппо Мария Висконти, тоже носил такой шлем. И тоже замахивался на Флоренцию, несколько позже. Висконти стали носить такие шлемы после того, как они покорили Верону. Тамошние герцоги их носили. Однако, с другой стороны, если Давид был заказан для палаццо Медичи-Рикарди, то вряд ли это могло быть сделано до 1453-го, когда Донателло вернулся во Флоренцию, а дворец был построен. Да, но в 1454-м был заключен мир в Лодии, главным инициатором которого был как раз Козимо иль Веккио. По этому миру Италия делилась на 5, так сказать, областей влияния: Неаполь, Папская область, Флоренция, Милан и Венеция. Мир этот готовился несколько лет по дипломатическим каналам, и хотя Миланом к этому времени управляли уже Сфорца, а не Висконти, Сфорца пытались себя представить как наследники, законные наследники Висконти, и Франческо I Сфорца тоже очень хотел этого мира. Каковой мир, кстати, практически на полвека прекратил распри в Италии. Поэтому намекать на Джанглиаццо этим шлемом было не дипломатично. Так что вряд ли Давид был сделан так поздно. И это только маленькая часть проблем с датировкой. Теперь, чем дольше мы смотрим на этого Давида, тем меньше он напоминает библейского героя. И вот, наверное, почему. Он явно чувственен, более того, женственен. Это подчеркивается и наличием шляпы, и сапог, а также отражением и игрой света на бронзе, которая была после отливки отполирована, как зеркало, и поэтому производит впечатление такой мягкой, податливой кожи. А еще и пером, которое как бы ласкает его ногу. Каково бронзовое литье, а? Вид сзади только подтверждает своего рода такую вот сексуальную направленность статуи. Шляпа отбрасывает тень на лицо Давида. Кстати, а при чем здесь шляпа-то? Он же обнажен. Ну ладно, сапоги, шляпа-то зачем? Причем шляпа-то довольно сложной такой конструкции. А дело в том, что шляпы такого рода играли очень важную роль среди гомосексуалистов в те времена. Там целая игра такая, надо было сорвать шляпу, если хочешь, так сказать, молодого человека привлечь, а дальше от его реакции на то, что ты сорвал шляпу, зависит, там, соглашается он или нет. Ну ладно, это не важно, хотя шляпа вот именно отсюда. Гомосексуальность была достаточно обычным явлением в те времена во Флоренции. Не настолько, насколько в древности, но тем не менее. Но церковь боролась с этим явлением, и в XV веке 14 тысяч человек прошло через суды из-за этого. Чуть ли не по 150 человек в год. Так что Донателло явно играл с огнем. Правда, осуждению подвергались только временные связи, долголетняя была как бы окей, да и, в общем, самого термина-то гомосексуальность не было. Это изобретение XIX века. Но Донателло-то делал это совершенно явно. Зачем? Может быть, потому что, как считается, Донателло предпочитал мужскую сексуальность женской?
Точно так же и, может быть, по той же причине, откровенно чувственен и Бахус Микеланджело, о котором мы говорили пару фильмов назад. Да и микеланджеловский Иисус вот на этом распятии, о котором мы тоже, может быть, поговорим. А может быть, потому что Козимо иль Веккио, если он действительно был заказчиком, может быть, потому что Козимо иль Веккио был толерантен к разным формам сексуальности и относился к нетрадиционным ее формам, так сказать, с юмором. Кроме того, Козимо иль Веккио был дружен с Донателло и публично демонстрировал, что никакие выходки Донателло не могут поколебать этой дружбы. Существуют и другие объяснения, связанные, например, с повязкой на голове Голиафа. Считалось, что прототипом для нее является древняя камея из коллекции Медичи. Но сейчас это оспаривается. Дальше. Технически статуя была отлита очень тонкой и по частям. Мы подробно говорили о разнице в отливке целиком и частями в связи с дверями Гиберти и статуями на Ар-Сан-Микеле. Поэтому в ней много трещин и, так сказать, прорех. Кроме того, в нее несколько раз попадала молния, и эти повреждения видны. Исчез плюмаж со шляпы. Исчезло перо с головы Голиафа. Но, как бы то ни было, статуя настолько живая, что, как писал Вазари, трудно поверить, что для отливки не использовалось тело живой модели. Как мы уже говорили, статую поставили вначале во внутреннем дворе Палаццо Медичи, а в 1495-м, после смерти Лоренцо и после изгнания Медичи из Флоренции, дворец был разграблен толпой, статую перенесли на Пьяццо делла Синьория и установили на 2-метровую мраморную колонну, которую сделал для нее Дезидеро да Сетиньяно. Мы говорили о нем в прошлом фильме. Во всяком случае, так пишет Вазари. Это было лучше, чем та высота, на которой мы ее видим сейчас, поскольку предполагалось, что мы будем смотреть на статую снизу вверх. На сегодняшней же высоте лицо Давида плохо видно. Ну вот, и последняя статуя Давида из тех, что мы сегодня рассматриваем, была сделана Вероккио. Мы уже говорили о нем в связи вот с этой статуей в одной из ниш Ор-Сан-Микеле. Вероккио был совершенно потрясающим скульптором. Учился он у Донателло, а у него, в свою очередь, Леонардо, Боттичелли, Филиппино Липпи, Лука Синьорелли, Доминико Гирландайо. Как выразился один итальянский поэт, все стоящее все художники черпали из Вероккиева источника. Ну вот, Вероккио создал своего Давида позднее. И снова 1468-70 или 73-75, точная дата неизвестна. Скорее всего, он тоже был заказан Медичи, либо Пьеро, либо Лоренцо. Ведь Вероккио был как бы придворным скульптором в это время. Во всяком случае, статуя вначале принадлежала Медичи, а в 1476 была продана, мы об этом поговорим. Давид Вероккио совсем иной, не такой, как у Донателло. Во-первых, он гораздо меньше, что-то среднее между статуэткой и полноразмерной статуей, 125 сантиметров. Во-вторых, он одет, хотя, несмотря на тунику, его тело под ней явно видно.
Вероккио изображает такую идеализированную фигуру молодого человека. Возможно, позировал ему Леонардо, который в это время учился у Вероккио. Этот Давид совершенно по-юношески гибок. Стоит он в позе контрапосто, но такой очень натуральный и без всяких анатомических преувеличений. Меч у него короткий, гораздо более ему подходящий, чем огромный меч у Донателло, но только это, конечно, не меч Голиафа. У Вероккио Давид не такой чувственный, как донателловский, а психологически он проще, его лицо спокойнее. И, как на статуе Донателло, на этом лице тоже никаких следов битвы не на жизнь, а на смерть. Спокойно даже и лицо Голиафа под ногой Давида, несмотря на огромную рану на лбу. Кстати, никакого камня во лбу здесь нет, в отличие от мраморного Давида Донателло. Да и сама голова не такая ужасная, как на донателловской статуе. Кстати, голову Голиафа Вероккио отливал отдельно, и о ее правильном месте по отношению к Давиду споры идут до сих пор. Предполагалось, что этот Давид будет находиться на уровне наших глаз. Если мы его обойдем, мы увидим, что он вполне убедителен, так сказать, со всех сторон и под любым углом. Может быть, даже более убедителен, чем донателловский. Вероккио явно предполагал, что на статую будут смотреть со всех сторон. Вообще говоря, Давид Вероккио явно отражает веяние более рафинированного века, чем тот, в котором жил Донателло. Этот Давид настолько элегантен и настолько хорош, что стал почти прототипом для более поздних работ XV и XVI веков. Ну вот, в 1476 Медичи продали статую Синьории. И это был, конечно же, политический акт. У них во дворце остался бронзовый Давид Донателло. Таким образом, эта статуя стала третьей статуей Давида, доступной публике, после двух донателловских. И теперь, кто бы ни приходил в Палаццо Веккио или в Палаццо Медичи, он должен был бы пройти мимо Давида. Это был хороший намек с политической точки зрения, поскольку, снова, Давид был очень важным символом для Флоренции и, значит, подчеркивал важность и Медичи. Во всяком случае, именно из-за этого символа Давид всегда изображается в момент триумфа над Голиафом, а не во время своего славного правления, когда он стал царем Израиля. Теперь Давид Вероккио стоит здесь, в Барджелло, на порфировой колонне, той же самой, на которой он стоял в Палаццо Веккио. Вот, наверное, и все о трех Давидах в зале Донателло замечательного флорентийского музея Барджелло. В конце надо, наверное, повторить, что для флорентийцев Давид всегда был фигурой символической. Это видно и в Давиде Микеланджело, и в тех трех, которых мы рассматривали сегодня. Давид был инструментом Бога, которым тот поражал врагов. Точно так же, как и Флоренция поражает своих. Мы уже говорили о том, что Флоренция – это не Милан, не Неаполь и не Венеция. В военном отношении она никогда не была сильной и оставалась независимой благодаря умелому политическому лавированию или благодаря случаю. И здесь надо вспомнить и Козимо иль Веккио, и Лоренцо Великолепного, и Макиавелли, хотя ситуации были иногда очень серьезные. Хотелось бы подробнее рассказать хотя бы о трех из них: о войне с Миланом в
в 1402, о ситуации после покушения Пацци в 1478, о нашествии Карла VIII Французского в 1494. Но нет времени, к сожалению. У нас еще столько впереди. В следующем фильме мы поговорим о портретах, скульптурных портретах в замечательном музее Барджелло.